Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на февраль 2024 года. Да, ребят, не хватило у меня времени записать это еще в январе, поэтому, да, в первый день февраля прошу меня извинить, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Итак, дорогие мои, февраль будет месяцем для вас достаточно сложным. Месяц, когда необходимо будет находить компромисс. Месяц, который, если вы будете вести, я бы так сказала, честную игру, отплатит вам вдвойне. То есть здесь необходимо прям включить уровень своей дипломатии и стать весами. То есть понимать, быть, во-первых, ответственным человеком, да, и понимать, к чему приведут все ваши действия, что вы делаете ради своего будущего, ради будущего своей второй половинки, ради вообще будущего всего мира, потому что будущее всего мира состоит из наших действий, ну вот действий каждого человека. Поэтому понимайте, что вы делаете, куда вы идете со своими действиями и насколько вы хотите то, чего вы хотите. То есть в какое будущее вы сами лично, персонально идете. Да, говорила уже, записывала в годовом прогнозе для весов, что для вас этот год очень важный. И этот год будет максимально двигать вас, если вы будете от своего курса, который вам предназначен, я бы так это сказала, да, то есть мы каждый идем к своему будущему, то есть нам каждому положено стать тем человеком, да, определенным человеком, то есть это все прописано у каждого в натальной карте, и здесь, конечно же, нужно понимать, что если мы туда не идем, то жизнь разными способами нас двигает. И понимаете, что жизнь будет в этом году двигать вас по-разному, и начнет как раз-таки она двигать с февраля. Да, февраль для вас, дорогие весы, будет месяцем очень сложным, я бы даже сказала агрессивным, возможно, травмоопасным, месяцем, когда необходимо именно договариваться, быть внимательными, и когда необходимо все силы, я бы так сказала, бросить на работу, на финансовую сферу, на коммуникацию здесь, и в том числе не упустить сферу любовных отношений, потому что для вас это очень важно. То, какой вы человек по жизни, то, как вы общаетесь с людьми, да, получится для вас очень много, то есть с каждым разом я говорю и понимаю, что просто я охватываю все сферы жизни, потому что, да, невозможно сказать про что-то одно, хочется рассказать про все и ничего не упустить, но, да, дорогие весы, для вас этот месяц как раз-таки необходимо вот взяться за себя и за свое будущее, понимать, куда вы идете своими действиями. Напоминаю, что еще в 2024 году кармические узлы находятся на вашей оси совместно с Овном, да, то есть они на чаше весов, да, в знаке весов и Овна, да, и южный узел, который как раз-таки заставляет прощаться с прошлым, со всеми прошлыми обидами, непрожитыми обидами, переживаниями, благодаря чему вы топчетесь на месте и совершаете то, что совершаете в своей жизни. И здесь как раз-таки необходимо до конца 2024 года решить и понять, идете же ли вы в свое будущее, делаете вы что-то ради него, или вы делаете совершенно не то, что вы хотите, работаете ли вы на той работе, на которой вы хотите, да, или вы сбились с пути, или это вообще не ваша работа, работаете ли вы вообще в принципе, реализуетесь ли вы в принципе, да, то есть если вы работаете, это должна быть прям работа по душе, то есть вам должно это нравиться, то есть действия ваши благородные или неблагородные, помогают они этому миру или не помогают. Напоминаю, мы с вами стоим на пороге эры Водолея, а Водолей — это тот знак, который помогает всему миру, поэтому здесь прекрасно понимаете, что на следующий год с 12 января 2025 года у нас кармические узлы меняют знак и переходят в Девы Рыбы. И здесь, конечно же, либо у вас будет максимально такой яркий, интересный, классный, творческий в том числе подъем в финансах, подъем в раскрытии своих границ своей деятельности, либо же будет такой максимальный спад, я бы так сказала, до такой сухой, неинтересной, некрасивой жизни, которую
вы не любите, и признайте себе в том, что вы не любите сухую, некрасивую жизнь, да, признайте себе в том, что вы это любите, и если вы любите свою жизнь, чтобы была красивой, то и ведите себя красиво. Поэтому здесь действия ваши должны быть благородны по отношению к другим людям, к себе, к своим вторым половинкам. И это такой, понимаете, вопрос, который очень, я бы так сказала, скользкий, но глобальный. Здесь вы должны просто понять уровень игры, в которую вы ввязываетесь. И здесь, конечно же, понимаете, что если вы берете на работе большой какой-то интересный глобальный проект, тогда вкладывайте туда все свои силы, идите, реализуйтесь, да, для того, чтобы получить то, что вы хотите. Если же вы не идете в свою реализацию, в свою глобальную реализацию, да, то тогда будет сложно, вся нереализованность будет откладываться в негативе на партнерские отношения. И, конечно же, когда постоянно они трещат по швам, они в конечном итоге рвутся. Поэтому понимайте, февраль будет сложным месяцем для вас, для работы и в отношениях в том числе. Потому что все действия, если вы приложили в работе, и вы идете не в своем направлении, да, например, и у вас будет не получаться. То есть, если вы идете туда, где вам не нравится, туда, где вам не хочется, потому что вы от обиды, от переживаний, что соседи скажут, что родители скажут, что друзья скажут, да, без разницы. То есть, если вы идете на каких-то эмоциях, вот на таких непережитых детских обидах, то тогда здесь у вас в прямом смысле будет не получаться. И тогда февраль будет достаточно травмоопасным, тогда февраль будет как будто что-то случилось, наводнение, и что-то стало не получаться почему-то вдруг, да. От нереализованности будет очень сильно портиться личная жизнь, взаимоотношения, контакты, общение, в том числе первая половина месяца очень сложно, и здесь вам необходимо понимать свой четкий вектор и ракурс, то есть сесть и прям в прямом смысле подумать о своем будущем, куда вы идете, в какую реализацию вы хотите пойти, да, сразу четко понимаете, как вы хотите, насколько вы хотите, готовы ли вы мириться с тем, с чем вы миритесь сейчас, думаете ли вы вообще о своем будущем, то, каким вы его видите. Если вы не видите для себя будущего, это сложно будет. Ребят, в 2024 году необходимо нарисовать и уже начать создавать себе вот эту большую картину, которую вы хотите сделать, реализовать и прям начинать действовать, да, тогда будет получаться, тогда во второй половине месяца уже запустятся интересные процессы, проекты, и захочется сделать то, что вы делали, только это будет масштабно, максимально, с глобальной такой реализацией. Конечно, продлить это действие, да, то есть более масштабно раскрываться, оно будет, конечно же, запаситесь терпением, это будет и март, это будет и апрель. Но, ребят, сейчас, в феврале, необходимо, я бы так сказала, встать на свои лыжи и уже пойти в своем направлении. Действия благородные, действия миролюбивые, действия ради реализации себя в этом мире, но они должны быть направлены на то, чтобы этому миру помогать, а не портить жизнь другим. Поэтому, ребят, вот такой, я бы так сказала, как мне говорят, расклад, да, но здесь ничего такого раскладного, здесь астропроцессор показывает, я вам рассказываю. Поэтому по аспектам вот такая история. Что касается личной жизни, если вам с этим человеком хорошо, комфортно, душевно, вообще не нужно смотреть, что говорят люди, как они докапываются. То есть, когда вы понимаете, что вам с человеком хорошо, вы с человеком остаетесь, да. Поэтому здесь, конечно же, во второй половине месяца захочется предъявить все претензии второй половинки, поругаться, обвинить, хлопнуть дверью. Подождите, придет март, все станет по-другому, пройдет несколько неделек, аспект отодвинется и станет хорошо, ребят. Точно вам говорю. В целом, в любовной сфере февраль сложный, в работе все зависит от того, пойдете ли вы в свою реализацию или будете также продолжать стоять на месте и ничего не делать. Если же вы идете в глобальную реализацию, да, то есть
то, кем вы решили стать в этом мире, в этой жизни, в своей жизни, какое будущее вы себе хотите, то здесь, конечно же, по работе первая половина месяца, ну, нужно будет вообще разгрести весь тот завал, который у вас в жизни накопился, очень четко, хладнокровно, ну, если не хладнокровно, то даже эмоционально. Да, для весов февраль будет эмоциональным месяцем, поэтому, ребят, понимайте, если вы не делали приборочку в 2023 году, когда я вас просила и говорила, делайте уборку, потому что тогда проще, чем сейчас в феврале, ну тогда давайте сейчас в феврале, куда уже тянуть дальше, да? Поэтому хладнокровно делайте приборку, убирайтесь, наводите порядок первые 2 недели и вторые 2 недели классно, четко, активно внедряйте свои проекты, которые хотелось, заграничные, международные проекты, связанные с онлайн-деятельностью, основанные на развитии, интернет-проекты, проекты образовательные, обучение, собственно, вот, если я какую-то сферу не упомянула, в комментариях пишите, спрашивайте, задавайте вопросы, кто вы работаете, кем вы работаете, где вы работаете, какую сферу вам интересно будет в ней развитие или нет, можете написать свою дату, время, место рождения, и я вам отвечу, получится ли, не получится в феврале в этой сфере запустить заново, продолжить что-то сделать, поменять работу. Мне каждый день пишут очень много сообщений в YouTube, поэтому я стараюсь быть на связи и отвечать. Ребят, если не ответила сразу, извиняйте, просто потому что вас с каждым днем становится все больше и больше. Я на самом деле вам за это благодарна, спасибо, значит, я работаю на пользу. Вот такой момент. Спрашивайте, не стесняйтесь, обязательно отвечу. Ребят, вот такой, казалось бы, сложный гороскоп на февраль, потому что просто пришло время и необходимо определиться. Да, у весов есть такая история, что очень долго думают, очень много сомневаются, как реальные весы, да, и то, и это, и на чаше весов взвешиваете постоянно все за и против, и это, как правило, процесс-то такой непростой, и я вас прекрасно здесь понимаю, но тем не менее помните, что вы кардинальный знак, и как только вы принимаете решение, вы принимаете это решение четко, хладнокровно, и вы делаете. Поэтому, ребят, вот хочу сказать, что февраль это тот самый месяц, когда необходимо вот прям наметить себе план. Да или нет? Идете или все-таки вы еще хотите задержаться, подождать, потомиться, я бы так сказала, отсидеться на скамейке запасных. Но все же говорю вам, перестаньте сидеть, перестаньте ждать. Никто не придет, волшебника нет в голубом вертолете, ребят, его нет. Мы сами творцы жизни. Да, весы всегда надеются на вторую половинку. Вторая половинка это классно. Но вторую половинку классную вы найдете, когда вы сами станете классными, да. То есть, а если у вас нет до сих пор, то есть, если вы весы, у которых еще нет второй половинки, то, ребят, надо задуматься. Это тот момент для вас очень важный. Это архиважный момент. И да, у весов в 2024 году еще есть вероятность, очень классная, потрясающая вероятность получить не только финансы, хорошее положение, социальный статус в 2024 году, да, но и обрести вторую половинку, любовь всей жизни, в том числе выйти замуж, да, жениться. То есть я знаю, что многие весы этого хотят, этого жаждут, и это нормально для вас. То есть ваше весовское солнце именно развивается очень классно в партнерстве, но вы же все хотите, у вас вот такой вот очень четкий, мощный запрос к партнерству, да, но это все получится, вот такой партнер у вас будет классный, когда вы будете классные, да, то есть когда вы сами себя раскрутите, когда вы сами себе заработаете не вопреки, не для того, чтобы кого-то потопить, да, а заработайте чисто своими классными, благими намерениями, да, своими действиями, которые помогают, расширяют. И напоминаю, что мы сейчас входим в эру Водолея, а это тот момент, когда, если ты делаешь что-то благое для человечества, ты получаешь плюшки. Ну вот все, заканчивается век капитализма, заканчиваются те отношения, когда можно было договориться и кого-то опустить вниз для того, чтобы подняться вот так. Заканчивается это время. Понимаете, да, что эти схемы уже не работают. Работают реально, когда ты делаешь добро, и добро возвращается многократно. Поэтому, дорогие мои любимые весы,
Будьте классными, потрясающими, яркими весами, развивайтесь, отбросьте всю шелуху прошлого, все обиды, да, то есть это на самом деле очень яркий эмоциональный знак весы, да, и это тот знак, который может быть очень легкий, воздушный, трепетный, да, но при этом нужно выворотить из себя гору обид. Прошерстите родительские отношения, то есть отношения с родителями, потому что знаете, что если у вас не клеится личная жизнь, значит, вы там не доделали, то есть вы не понимаете либо маму, либо папу, либо вообще их в принципе, да, вы не можете стоять на обоих ногах, в том числе, то есть родительская модель отношений на вас очень сильно отпечатывается. Откройте свою книгу прошлого для того, чтобы пойти в будущее. Ответьте себе честно на те вопросы, на которые вы много лет боитесь себе ответить, и идите в будущее, потому что февраль для вас требует именно этого, да, ответы прошлых вопросов, чтобы решить будущее, чтобы решиться на будущее. Вот такой, я бы так сказала, будет для вас глобальный месяц. Я желаю, дорогие весы, чтобы он был для вас не таким сложным, каким я вижу его в астропроцессоре. Я надеюсь, что он пройдет у вас лайтове, что вы сами пойдете в действие, в реализацию и будете активны. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте вопросы, записывайтесь на консультации, в описании канала есть ссылочка на сайт. Будем разговаривать с вами лично и индивидуально, если вы хотите, чтобы ваши вопросы остались конфиденциальными. Да? У меня на сегодня все. Спасибо большое, что дождались, и увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.